подожди, да дай ты мне встать, в конце концов. Ты хочешь побороться или побороть меня? Если побороть, то я тебе так могу отдать просто. Да если интерес в этом, то я могу просто так отдать. Иди гол! Стоп, локти на подлокотник. Иди. Ну как ты меня можешь здесь вообще отпускать пальцы? Ну это роковая ошибка, грубо говоря, понимаешь? Иди гол! Что же за турнир? Контроль поединка заключается в контроле кистей. А вот кисть у тебя не работает практически ни в одном векторе. Гоу! Русь, тебя-то я чему могу научить уже? Спонсор выпуска – компания Силаруков. Компания, которая стояла у истоков производства качественной, удобной и продуманной экипировки для развития силы хвата, силы рук и предплечий. Продукции компании уже давно доверяют именитые спортсмены всех направлений. Огромный опыт производства и инженерной мысли позволил создать и усовершенствовать, сделав свои тренажеры максимально эффективными. У Силаруков огромный ассортимент товара, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Универсальные ручки для армрестлинга подходят к любому тренажеру, будь то домашний спортзал или продвинутый фитнес-клуб. Все ручки имеют металлическую основу и снаружи покрыты высокотехнологичным пластиком, который не ржавеет, не меняет цвет и всегда как новый. В ассортименте имеются ручки с разными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Также есть блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Силаруков можно заказать на сайте silarukov.rf, есть доставка по России. Также у компании Силаруков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Сегодня мы с вами отправляемся в Старую Руссу, где проходил открытый турнир по армрестлингу «Древняя Русь». В этот город-курорт ежегодно приезжает Дзамбулат Цориев и проводит мастер-классы. Мастер-классы у осетинского чемпиона всегда очень интересные. И даже я, знающий об армрестлинге вроде бы все, регулярно подмечаю для себя и своих учеников много интересных моментов, о которых даже не подозревал. Но чтобы увидеть и понять то, о чем говорит Дзамбулат, нужно находиться на определенном уровне мастерства. И чем выше твой уровень, тем больше ты для себя подчеркнешь. К мастер-классу мы сегодня еще вернемся и покажем его полностью, без комментариев. А пока я расскажу вам, как выступила наша команда Тверской области на этих соревнованиях. Вы спросите, почему именно рассказ пойдет о команде Тверской области? Да все очень просто. Потому что наша команда стала первой и увезла с собой чемпионский кубок. Те, кто внимательно следит за нашим каналом, уже знают некоторых наших героев, о которых сегодня и пойдет речь. Итак, поехали! В первую очередь хочу выделить Илью Гринева, который занял по сумме двоеборья 3-е место. На мой взгляд, Илья, конечно, мог бы выступить лучше, но злосчастные фолы преследовали его на протяжении всего турнира. Почти в каждом поединке он практически был в шаге от победы, но его локоть предательски скакал по подушке. Поединки с участием спортсмена из Твери были очень зрелищными. Зрители следили за происходящим с замиранием сердца. На первых секундах, отдавая инициативу сопернику, Гринев сумасшедшим образом как-то собирал углы и вытягивал из вроде бы уже проигрышного положения. Сам Илья остался недовольным своим выступлением, так как привык бороться только за первое место, а тут еле-еле залез в тройку. Очень достойное сопротивление Илье оказал партнер по команде Сергей Пухов. На левую руку он даже выиграл Илью и сделал это очень уверенно. Но на правую руку вроде бы ситуация повторяется. Сергей выбивает кисть Илье, но получает фол. Поединок продолжается, и Гринев меняет атакующее движение и побеждает. В этот раз Сергею не удалось добраться до призовой тройки. Второе место в категории до 80 занял спортсмен из Московской области Валентин Савченко. Выпуск с участием этого харизматичного спортсмена есть у нас на канале. Посмотрите, если еще не видели. В нем Валентин Савченко и Егор Лиштаев выдали сногсшибательный по накалу армфайт. Но первое место в этой категории завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга Шичко Павел.
Остановить его молниеносное стартовое движение в этот раз не удалось никому. Наш тяжеловес Тимур Нуриев в этот раз тоже стал лишь третьим. Уж очень большая конкуренция в этом году была в его категории. Но я думаю, после подсказок Дзамбулата, Тимур на следующих соревнованиях непременно должен будет бороться в финале. Ну а мы переходим к золотым медалистам нашей команды. Встречайте, Артем Игнатов. Об этом парне у нас тоже есть большой выпуск на канале. Артем является действующим чемпионом первенства России. Этот 16-летний талант, как бульдозер, прошелся по своим соперникам и в категории юниоров, и во взрослой, не проиграв ни одного поединка. Золотые медали завоевали и наши девушки. Моя супруга Зинятуллина Елена в категории до 60 и Красильникова Ирина свыше 60 килограмм, одержав безоговорочную победу как на левой, так и на правой руке. Зинятуллина Елена, кстати, инвалид с рождения и является мастером спорта по пара-армрестлингу. Дзамбулат Цорев, кстати, дал очень ценные советы на выставлении нашей чемпионке Ирине. Итак, смотрим мастер-класс. Но сначала хочу презентовать свою книгу. Называется она «Тренер». Я давно пишу сценарии для роликов на нашем канале и подумал, почему бы мне не написать для вас полноценную книгу, где будет и спорт, и любовь, и сложные человеческие отношения. А главное, прочитав эту книгу, каждый из вас, я уверен, найдет ответы на многие вопросы, которые он себе задает. Книга публикуется мною на Литрес поэтапно. Купив первую главу, вы покупаете всю книгу. Стоимость книги 249 рублей. Купив мою книгу, вы поддержите мою работу на канале. Ссылку на покупку книги я оставлю в описании к видео. В целом, у девочек обычно ошибки все на уровне. Силовые хорошие, а Здесь, не здесь ошибки. Вот здесь. натяни нормально, сделай как-то. Почему ты вот так стоишь? Ну как? Ты верхом борешься? Ты меня пытаешься натянуть, чтобы что? Если я тебе туда пойду, как ты меня туда вытащишь? Никак. Ну, почему ты вот так стоишь? Встань ровно. Вот. Хорошо. А встань еще чуть-чуть туда. Вот, не смещай руки. Вот. А ну вот отсюда попробуй. Ну. А теперь сделай так, как ты хотела сделать. Так не получится. Ну, сделай. Как Я получится, уже- так и сделай. Я уже чувствую. Ну, поняла разницу? Да. Чуть-чуть в сторонке, этот люфт выбрала, ты уже отсюда жестко работаешь. Ну, то есть эффективность чуть-чуть увеличивается. Еще раз попробуй, Ирина. Поэтому, да, попробуй. Чуть-чуть еще. Не стесняйся, да. Поехали. Вот. Ну, еще раз. Поехали. А теперь вот как ты до этого делал? Вот. Ну, для наглядности просто, да, как ты хотела сделать. Сделай, не стесняйся, сделай максимально сильно, как ты можешь сделать. Нет, давай, может тренер знает больше меня, и я могу сейчас ошибаться, так что давай, делаем. Поехали. Ну, ты врубилась? Да. Ну, вот этот вот, Да, вот да. ты вот так встаешь, зачем ты? Зачем ты так стоишь? Вот, Это как вот, мне ну, показали, так я и ну, такая. Эта ошибка не видна до тех пор, пока ты не начнешь туда залетать. Пока кто-то в эту дырку тебе не начнет То есть закидывать. ее надо каждый раз. ближе к подушке, да? Понимаешь? руку? Не ближе к подушке, она встает просто. Она встает, представляется вот так. Ага. И пытается меня оттуда сюда выдернуть. Да-да-да. Но при этом у нее вот в эту сторону есть люфт. То есть от середины до отсюда вот у меня, у ее соперника появляется разгон. Место для разгона. А если я разгонюсь и туда дам, у нее рука просто провалится. А ей надо, получается, вставать вот... Просто, да, вот это убрать и встать вот. Ну, вот этот всё. люфт убрать Да, сюда. тебе не надо даже ничего здесь в углах менять. Просто надо позицию поменять. Жестко. Вот и все, да. Жестче, чтобы было. Спасибо. Русь, тебя-то я чему могу научить уже? Давай. Да, я понял, конечно. Откуда у меня столько силы? Давай, поехали. Блин. Ты не поняла, в чем смысл. То есть здесь вопрос не в том, что ты можешь стоять. Так же, Хорошо, и все равно один палец у тебя разгоняется. Давай, еще. Так ты вставай нормально. Хорошо. Ну, очень
что тут смотреть? Все у тебя нормально. Вот. Смотри. Очень большой акцент на том, что вот до этого еще парнишка туда ко мне подходил к столу, тоже спрашивал и делал ту же самую ошибку, что и ты. Вернее, это не ошибка, это недочет в остальном. То есть у тебя ты делаешь очень большой акцент на то, чтобы меня поднять, ну то есть перетащить меня плечо-лучевой в свою сторону. И, вероятно, у тебя это получится, может быть, ну то есть есть шанс. Но ты абсолютно не работаешь всем остальным. То есть ты пытаешься контролировать поединок одним своим углом, плечо-лучевой. А контроль поединка заключается в контроле кистей. А вот кисть у тебя не работает практически ни в одном векторе. Ради интереса, еще раз, я тебе это покажу просто. Смотри, вот здесь вот пальцы твои не работают вообще. И пронатор твой тоже не крутит. Ты кистью ты вообще не работаешь. Еще раз. Вот здесь весь контроль вот здесь вот происходит. Контроль поединка происходит вот здесь. Ты, не работая здесь, пытаешься меня одной плечо-лучевой напрячь. Опять же, такое тоже возможно. Но она у тебя должна начинаться вот здесь, плечо-лучевая, и заканчиваться вот здесь. Ну, то есть гипертрофировано настолько, да, что от одного там вида твоей плечо-лучевой соперники твои сдавались. Но, к сожалению, сейчас соперников таких нет. Так лучше? Еще раз. Так гораздо лучше. Еще раз. Вот, все правильно. Кисть только контролируй. Опять же, ты, вот я тебе дал туда зайти, да, и все, вот здесь ты забыл, и ты пытаешься меня тянуть. Задача твоя вот здесь контроль сохранить. Потому что если ты его здесь потеряешь, то все остальное тоже сломается. Задача контролировать все вот здесь. Будь здоров, пожалуйста. Можно? Да. Вот здесь то же самое, что я предыдущему писал. Ну вот смотри. Давай еще раз сделай то же самое, что ты делал. Красиво хочешь? Иди, пиши. Ну как ты меня можешь здесь вообще отпускать пальцы? Ну это, блядь, это роковая ошибка, грубо говоря, понимаешь? То есть ты пальцы, это то, чем ты должен контролировать вот здесь вот. А ты не то, что не контролируешь, ты отдаешь это мне, открываешь пальцы свои. И я не понимаю, на что ты вообще рассчитываешь в этот момент. Сейчас, подожди, я здесь закончим и с тобой поговорим. Хорошо? Едем, но не сегодня у меня ощущение, Яна. Поэтому... Давай, поехали. Ну. Давай. Опять же, вот сюда практически нету. Вот у тебя весь акцент уходит туда, в твою сторону, поднять меня, вот сюда вот утянуть. Ну, давай еще раз, я тебе покажу просто. Да. Я даже не включился, врубаешься, я просто руку в эту сторону потащил и все. И вот такой. Контролировать, это все должно быть под контролем. Ты не сосредотачивайся на... Знаешь, как я часто учу, ну ты подходишь за стол, да, перед стартом встаешь, даешь руку и в голове прокручиваешь. То есть, по идее, ты это должен все делать автоматически. Но если не получается, ты замечаешь, что не срабатывает такая стиль, подходишь, поставил локоть. То есть у тебя в голове есть цепочка из последовательных действий. Локоть, угол, кисть, пронатор, пальцы. И как только у тебя вот это все встает в одно место, ну, грубо говоря, встает в одну цепочку, все, оно работать начинает по-другому. А то, как делаешь ты, это ты вот меня из всей этой цепочки ты пользуешься только углом. И еще вот несколько звеньев ты просто взял и отдал мне. Так не сработает. Лучше. Ну, смысл ты уловил? Да. Ну, вот, ну, как бы. Спасибо.
подожди, да дай ты мне встать, в конце концов. Ты хочешь побороться или побороть меня? Если побороть, то я тебе так могу отдать просто. Да если интерес в этом, то я могу просто так отдать. Ну тогда дай мне встать, блин. Я просто падаю, Чтобы стартануть, из-за тебя блин. хватаюсь, вот в чем проблема. Ага. Сразу чувствуется. Сразу минус пронатор. Мгновение. Не хватает. Будем работать. Не гони. Есть только я у тебя чему-нибудь поучусь. Ну, поехали. Давай, как ты себе это представляешь? Я сама еще не знаю. Давай. О, смотри, локоточек ближе к себе. Вот, к туловищу ближе. Вот. Поехали. И туда вот. Локоть туда. Во. Сейчас больше похоже. Давай еще раз. Для закрепления. Вот смотри. Вот эта рука, когда ты ее вот сюда кладешь, тебе, по идее, надо сделать вот такое движение. Смотри. Вот такое. Вот. Когда ты ее сюда кладешь, ты ограничиваешь сама себя. Тебе надо просто вот так выйти. То есть ты хочешь сказать, что мне на следующий год надо обязательно? Я вообще ничего не хочу сказать. Ближе, к столу ближе. Не отходи от стола. Всегда максимально близко и двигаешься ты. Твое туловище двигается параллельно столу. Друзья, уже совсем скоро мы планируем провести очередной турнир армфайтов с участием спортсменов-инвалидов. И только от вас зависит, удастся ли нам это сделать. Соревнований среди здоровых спортсменов с хорошими призами много, чего не скажешь о соревнованиях среди инвалидов. Так давайте вместе сделаем это доброе дело. Денежные средства, которые пойдут на оплату дороги, питания и призы победителям, можно перечислить по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. На этом все, друзья. Подписывайся на канал, ставь лайк, если понравился ролик, пиши свое мнение в комментариях, мы все читаем. И поделись этим роликом у себя на страничке, это важно для нас и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик.